Рад приветствовать всех на канале мастерской Тесолежа. Сегодня сделаю обзор на своего нового помощника. Это станция для термообработки кожи. Основная задача, для которой я ее покупал, это беговка на коже. То есть нанесение декоративной линии по контуру заготовок, деталей и в общем наших изделий. Но при наличии определенных насадок эту станцию можно еще использовать для термообработки торцов кожи специальной краской, для нанесения на торцы или же плоскость кожи воска. Можно также теснить горячим теснением, там, ставить свои оттиски, клише, можно фольгой теснить, можно разглаживать какие-то заломы на коже. Ну, в общем, этот инструмент довольно-таки многофункциональный. До этого я пользовался кризерами ручными вот такого вот формата и паяльником с регулятором. Станций других производителей у меня в работе не было, так что сравнить с ними я этот инструмент не смогу. В этом видео немножко расскажу о самой станции, немножко расскажу о тех насадках, которые заказал, и подытожу небольшим сравнением с паяльником, с регулятором, стоит эту станцию покупать или нет, если у вас есть такой паяльник. Итак, сама станция поставляется следующим комплектом. Это вот блок, так скажем, регулятор. Он небольшого размера, где-то 8,5 на 13 сантиметров и по высоте около 4. Вот здесь есть небольшой экранчик. Сюда мы подключаем ручку. Вот она тоже идет в комплекте. И вот это вот, в принципе, колесико регулятора и настройки меню. С тыльной стороны кнопка включения-выключения, подключение сетевого кабеля. Внутрь я не лазил, мне это не интересно. Я думаю, что все станции по конструктиву они очень схожи. Сама рукоять выполнена из какого-то африканского черного дерева, но очень-очень гладкая и приятная на ощупь. Насадки сюда навинчиваются. Вот изначально рукоять выглядит таким образом, и потом дополнительно мы набираем еще себе насадки. Насадки приехали в вот таком вот коробочке, столько, сколько я заказывал. Также под рукоять есть еще такая пластиковая подставка. В более дорогих версиях эти подставки и есть и под саму станцию, они из дерева, но за это нужно платить. В принципе, мне пока вот этого вот достаточно. Каких-то проблем сборки не было, здесь все понятно, и вот по-другому ничего здесь не подключишь. Сюда вот подключаем ручку и завинчиваем гаечкой. Все очень надежно, крепление, шнур достаточно эластичный, кстати, его длина где-то 1,20 м, то есть в принципе достаточно, чтобы где-то в стороне поставить станцию и свободно работать. Эту станцию ее можно настроить. Для начала нужно, конечно же, ее включить. Кнопка включения-выключения на тыльной стороне. На некоторых станциях видел вот спереди эта кнопка. Ну, я не знаю, насколько это влияет на удобство. Мне, в принципе, и так нормально. Вот. И здесь, значит, на табло, на экранчике высвечивается наша температура, до которой мы нагреваем насадку. Температуру можно выбрать от 0 до 400 градусов Цельсия. В принципе, больше 250 я еще не нагревал. Теперь по настройкам. По настройкам вопросов у меня не возникло. Оставил все практически в стандартном режиме. Поменял только цвет вот этого экранчика. Значит, у нас есть колесо регулировки, вот, которым мы задаем температуру. Да, и это же кнопка входа в меню. Нажали. Здесь есть, по-моему, 8 пунктов. Нулевой — это выход, то есть если мы его выбираем, то выходим из меню. Второй пункт — это спящий режим. Здесь вот 5 минут, то есть если наша станция не работает 5 минут, бездействует, да, то она переключается в спящий режим. Можно выставить любое время.
Так, потом температура в спящем режиме. То есть, когда у нас станция переходит в спящий режим, то температура ее понижается до 60 градусов. Ниже здесь выставить нельзя, можно выставить выше. То есть я оставил 60 градусов. Третий пункт, это close time. Это через сколько, допустим, станция у нас перешла в спящий режим, потом она ждет этих там 15 минут, да, и как бы выключается. Но на самом деле все равно она как бы там высвечивается на экранчике close, и она как бы все работает. Но единственное, что температура падает до 0. И мы ее как бы этой кнопкой сможем снова, по сути, оживить. Так. Ага. Это, значит, четвертое меню. Мы выбираем количество градусов, на которые увеличивается или понижается температура при повороте вот этого вот колесика. У меня стоит 5 градусов, то есть если я регулирую температуру, то она меняется с шагом в 5 градусов. Вот. Вот это я не понял, еще не разобрался, что такое базер. Так, Start Mode. Рабочие, значит... это получается шестое. То есть, когда мы включаем станцию, она сразу начинает работать, или же начинает работать, допустим, со спящего режима с температуры там 60 градусов. Так. Ну, здесь выбираем Цельсий или Фаренгейты. И язык. 8 пункт язык. А это все можно сбросить. 9. Так. И вот это тот пункт А, это выбираем цвет нашей менюшки. Я выбрал черный. И системная информация. Модель. Как бы не знаю, нужна она или не нужна. В общем. Выбираем нулевой пункт и выходим с меню. С меню разобрались. На сайте, на страничке этого товара очень есть подробное описание всего по данному устройству. Даже написано рекомендуемые температуры для обработки растишки и хромки. По своему опыту скажу, что растишку вот обрабатывал где-то 150-200 градусов, хромку надо где-то 200-250. Есть здесь зазор до 400 градусов, ну 400 я не знаю, что можно сжечь такой температурой. Теперь по насадкам. Как я уже сказал, основная задача, для которой я брал эту станцию, это биговка на коже. Там есть, значит, 4 вида разных насадок, которые создают линию на коже. Вот, я сегодня вам их покажу. И также есть различные дополнительные насадки, утюжки или вот такие вот разные шпательки для обработки торцов и для разглаживания кожи. Плюс такие как сликеры есть металлические. Я этого ничего не брал, потому что в принципе когда-то покупал напаяльник и ничем этим не пользуюсь. Для меня те насадки бесполезны. Для наглядности сделал распечатку со страницы термостанции. Там вот есть подробное описание каждой насадки и показывается, что она по сути делает. Значит, вот эта верхняя первая, это более для меня такой классический вариант биговки, то есть мы создаем линию вдоль края нашей детали и также загибаем, заворачиваем кромку. Вот. И выходит, что на многих изделиях я на лицевой стороне кромку не срезаю. Я просто вот так вот кризером ее загибаю. Вторая насадка. Вторая насадка, получается, делает как бы такую ступеньку. Она полностью продавливает, заглаживает вот полосу от края и до определенного, как бы на определенное расстояние, то есть продавливает эту кожу. Как бы сплошную такую полосу делает. Третья насадка. Здесь получается тот же вариант биговки, что и в первом случае, только выходит, что полоса, вот эта ширина самой линии биговки, она намного шире,
То есть примерно там 1,6 мм получается сама толщина линии, которую мы проделываем, да. И вот в этой насадке кромку не заворачиваем. То есть кромка остается как была. И тот же четвертый вариант, та же ситуация. Кромку мы не заворачиваем, но при этом линия беговки у нас очень узкая. Вот, собственно, это 4 вида насадок, которые присутствуют как бы в комплекте, которые можно заказать. Вот. И вот здесь еще есть размеры. То есть каждая насадка, она присутствует в разных как бы размерах и делает, допустим, линию там, на расстоянии 1 мм от края, 1,5, 2, 2,5, 3. Некоторые вот есть 4,5 мм. То есть в зависимости от насадки и размер будет расстояние от края до линии будет разное. Это можно все выбрать на сайте. Сами насадки небольшого размера, по длине где-то 2 см, в ширину 8 мм. Резьба, на которую они накручиваются, М5. То есть, зная параметры этой резьбы, можно, в принципе, заказывать различные клише, накручивать сюда и ставить свои оттиски на изделие. Также положительный момент маленького размера, то, что мы можем, допустим, небольшие радиусы внешние проходить этими насадками довольно удобно, да? Но есть еще один недостаток, о котором я скажу чуть позже. На каждой насадке есть вот отметочка, есть размер. В данном случае начинаем с классической насадки как бы кризера. Отступ до линии 1,5 мм. Выглядит она таким вот образом. Ну, как бы тестируем. Температура нагрева 175 градусов. Температуру проверить, к сожалению, ничем не могу, потому что нет у меня этих измерительных приборов. Поэтому верим на слово. Так, и вот какая линия у нас получается. Это получается тонкая линия с завернутой кромкой. После работы, если нам нужно сменить насадку на какую-то другую, понятное дело, что ждать, пока она остынет, нету возможности. Я беру вот так вот кусочком кожи, выкручиваю. Вот, выкручиваю и кладу, ну, не на стол, в идеале на кусочек кожи. Так, и потом, допустим, берем другую насадку и успеваем накручивать до того момента, пока она нагреется. Значит, после включения станция нагревается всего лишь несколько минут. Теперь рассмотрим другой вариант насадки. Это толстая линия, где-то шириной 1,6 мм. От края, без подворота нашей как бы кромки. Я специально взял такую кожу, на которой хорошо видны эти линии. Результат будет зависеть, конечно, и от кожи. Каждая кожа, она по-разному воспринимает нагрев. Вот, смотрите. Здесь можно даже сделать замер. То есть примерно 4 мм от края у нас до этой линии. Следующая насадка — это тонкая линия от края, но при этом кромку нашу заворачивать не будем. Даем ей нагреться. Так, проводим эту линию. Вот что у нас получается.
в данном случае. Нужно было сказать в самом начале о том, что стоит быть очень осторожными при работе с различными вот этими нагревательными элементами, потому что сменил насадки и пока вот накручивал другую, обжег себе руку. Так что будьте осторожны. И четвертый вид насадки вот выглядит таким образом. Должна дать нам как бы ступенечку. Эта ступенечка будет зависеть от плотности кожи. Вот. Чем мягче кожа, тем как бы глубже просядет эта насадка и даст нам эту ступенечку. Если кожа плотная, то может просто, допустим, останется вот такая вот темный такой участок. Видите, как бы ступенька есть, но она небольшая. Может, нужно сильнее нагревать, я не знаю. Но, допустим, при тех вот минимальных усилиях, которые я делаю, получается следующий результат. Также еще результат будет зависеть от покрытия кожи, потому что на некоторых кожах при разных температурах может слазить покрытие, повреждаться, допустим. Так что это все поле как бы для экспериментов. Основные насадки продемонстрировал, вот эти вот показывать не буду. Ну, данный шпателек, он, насколько я помню, многие мастера используют для разглаживания краски на торцах. Мне как раз приехала краска для термообработки, так что потестирую и все как бы покажу в отдельном видео. Вот такой вот вариант насадки. Это просто как бы, можно в произвольном месте сделать линию или же тоже там что-то разглаживать, наносить, допустим, тот же воск. Здесь уже все зависит по сути от вашей фантазии, как вы это все будете использовать и какие насадки вам нужны. Вот смотрите, здесь еще добавил беговку 1,5 мм от края, и если, допустим, сделать разметку под шов и прошить, то, мне кажется, получится очень даже симпатично. Вот здесь вот не так интересно выглядит, а вот когда две одинаковые линии на разном расстоянии между ними шов, выглядит очень красиво, мне кажется. Так, и покажу еще образец один подготовил. Это ременная кожа. Вот тоже получается 4 вида этих насадок. Здесь вот беговка 1,5 мм от края. Здесь это ступенечка. Не знаю, как ее правильно показать. Вот. Здесь тонкая линия, но без подворота кромки. И вот толстая линия, без подворота кромки. Для себя определился, что мне интересны именно тонкие линии, беговка с подворотом и беговка с отступом вот большим до линии. Остальные варианты, как бы интересны, может где-то и задействую, но, наверное, не так часто буду использовать, как, в принципе, вот эти вот классические варианты. Теперь самый главный вопрос, стоит ли рассматривать покупку станции для термообработки кожи, если у вас есть паяльник с регулятором. Я скажу однозначно, стоит. Если все-таки занимаетесь более серьезно работой с кожей, то такую станцию стоит покупать. Почему? Есть у меня паяльник с регулятором. Вот выглядит он таким образом. Вот есть регулятор. Паяльник покупал отдельно, потому что все остальные быстро сгорели, а этот более-менее дольше всех как бы продержался. Вот здесь на паяльник таким образом устанавливаются насадки. Вот, значит, первая причина, почему стоит. Первая причина – это скорость нагрева. Паяльник очень долго нагревается. Термостанция делает это за несколько минут, паяльник намного дольше нагревается. Если нам нужно какое-то изделие быстренько, там где-то забыли линию проделать, или же какое-то маленькое изделие, на котором быстро нужно сделать беговку, то с паяльником это все будет намного медленнее.
Вот, станции это все можно сделать за несколько минут. В случае паяльника я, допустим, если мне нужно было что-то сделать очень быстро, я использовал ручной кризер. Нагревал его на спиртовке и проделал линию, не дожидаясь, допустим, нагрева паяльника. В случае термостанции она сама очень быстро нагревается. И есть еще, я видел, специальные как бы ручки, на которые вот эти вот насадочки маленькие накручиваются, и мы можем их использовать как ручной кризер. Это тоже довольно удобно. То есть, кому нужно и не хотите подключать станцию, можно просто купить еще дополнительно такую ручку, она там в районе, по-моему, $10 стоит, и пользоваться этими насадками как ручным кризером. Второе – это возможность точной регулировки температуры. Понятное дело, что у меня нету прибора, которым я могу замерить температуру, которую выдает эта станция, да, верим как бы характеристикам, которые прописаны вот на сайте. Но, допустим, вот у меня регулятор на мой паяльник. Здесь просто есть обозначение, непонятно какая температура, что, сколько мы там выставили, до какой температуры он нагрелся, насколько температура падает при работе, да, мы этого ничего не видим. То есть в этом плане паяльник тоже как бы проигрывает. Третье – это насадки. Это по сути самое главное, наверное, самое важное, из-за чего мы покупаем данные инструменты. Для паяльника у меня есть два вида разных насадок. Это вот самый бюджетный вариант, который продается на AliExpress, и есть чуть подороже, которые продаются отдельно. Да? Они, по сути, как одна насадка по цене целого набора вот этих. Но что то, они очень плохого качества. Ну, посмотрите, что вот отступ от края 4,5 мм. Что это за насадка? Она даже уцепиться за край не может. То есть это очень как бы, не глубокая там канавка. Я не знаю, для чего эта насадка годится. И она стоит немало по сравнению со всем этим. То же самое, допустим, вот 1,5 мм отступ от края. Линия получается как волосиночка. Очень-очень тонкая. При этом кромку он как бы не подворачивает. Просто делает отступ к линии, допустим, беговку на определенном расстоянии от края. Эти то же самое. Здесь пришлось мне все для себя дорабатывать, потому что изначально они идут по вот этому вот принципу. Значит, скорее всего, разной ширины там фрезы, они прорезают вот здесь канавку. И все, здесь все такое угловатое, необработанное. Мне пришлось, допустим, чтобы эти насадки еще как-то подворачивали там кромку, делали толще линию, мне пришлось это все самому стачивать, полировать и дорабатывать. Вот. Что в домашних как бы условиях это не очень как бы просто. В этих же насадках, которые у термостанции, здесь все, конечно, на уровне. Они уже отполированы, они уже с определенными стандартами. Четко все работает. Вы можете выбрать то, что вам подходит. Изначально вот эта вот направляющая, она чуть выше от выступа, который делает нам саму линию на коже, да, то есть мы уже цепляемся этой направляющей за кожу, упираемся в торец, да, и проводим. Даже вот этот момент продуман, что в таком случае меньше вероятность того, что у нас соскочит насадка, и мы повредим наши изделия. Вот и все. И здесь вот все насадки, которые мне пришли, они хорошего качества, все обработаны. Не знаю, что за металл, но все полировано и отлично уже этим можно работать с самого момента покупки, чего как бы не получится сделать с вот этим всем, что я, допустим, покупал до этого. Еще по поводу установки своего оттиска на изделие. У паяльников
есть отверстие определенного диаметра. В зависимости от модели и мощности паяльника, оно диаметром больше или меньше. И здесь уже получается такой момент, что заказывая клише, не каждый как бы шток, это нужно заказывать со специальным там тонким штоком, чтобы можно было установить на паяльник. Или же покупать отдельно паяльник с большим отверстием, который мы будем ставить оттиски. Да? Со станцией здесь все немножко проще, потому что есть вот резьба, мы заказываем клише, и все. В клише делают отверстие с этой резьбой, мы сюда накрутили и ставим оттиск как бы горячим тиснением, просто продавим, или же можно попробовать поставить оттиск фольгой. И вообще сам комфорт работы вот с этой станцией, ну, не сравним просто с паяльником, с регулятором. Потому что и удобно держать, да, приятное ощущение от этого дерева. И эта станция засыпает, ждет нас. И вот эти все регулировки, там подставочки, все это, ну, намного приятнее работать с этим инструментом, чем возиться с паяльником. А теперь финальный момент, то, что я говорил, недостаток у данных вот насадок, на мой взгляд, это недостаток определенно, потому что, допустим, в случае кошельков, когда мы работаем, вот, и нам нужно сделать беговку на вот этом вот блоке кармашков, то когда мы идем в эту сторону, у нас насадка, она доходит до следующего кармашка, и получается беговка, ну, доходит в упор. То есть у нас цельная линия будет по всей длине вот этого вот блока. А с другой стороны, такая штука не получается, потому что у нас вот эта насадка, она идет с таким радиусом, со скруглением. Этот радиус, он переходит на другую заготовку, и начинается линия у нас чуть как бы дальше от соединения этих кармашков. Ну, надеюсь, я понятно все сказал. И выходит, что в идеале было бы, чтобы вот эти насадки, они были где-то симметричной формы, чтобы с этой стороны тоже был такой вот прямой угол. Тогда можно было бы работать и вот создавать эту беговку на кошельках без проблем. А так приходится как-то выворачиваться вот таким вот образом я там делал. Ну, то есть только в этом вот есть один недостаток. Я видел на других станциях, те, что вот очень дорогие, да, там чуть-чуть другая конструкция насадок, и в принципе такой проблемы нету. У кого останутся вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь на них ответить. И если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь, и спасибо за просмотр.